Так, всем привет! Сегодня у нас модель звезды УАЗ-469, советский военный внедорожник. Новая оригинальная модель звезды 23 года, совсем свежак. Прототип не то чтобы обласкан модельными производителями, по факту, наверное, у данной модели есть один единственный весомый конкурент. Это модель Трампетер того же УАЗа-469 2012 года, и то есть ей уже 20 лет. И в принципе, ну она вроде как перевыпускалась там, по-моему, моделистом перепаковывалась там, или я моделистом, точно не помню, кем-то из этих магазинов. Значит, модель, поэтому, наверное, и по цене, в принципе, трампетеровская модель, она, в принципе, сопоставима с новой звездовской была, несмотря на то, что новая звездовская стоит, ее базовая цена рекомендуемая от звезды 1200 рублей, как по мне, за такой маленький автомобильчик довольно высокая, ну и трампетеровская модель, она, кстати, примерно столько же стоила или даже дороже, так что, наверное, приемлемо в целом. Что еще, да, про модель можно сказать? Ну, давайте, наверное, про прототип, да, можно сразу перевернуть, почитать историческую справку, ну, кому охота, конечно, я читать не буду. Единственное, что могу сказать, что один из самых распространенных советских внедорожников, который производился с 1972 по 2010 годы, заменял ГАЗ-69 с собой, собственно, полноприводный, пятиместный в базе, соответственно, можно было еще два дополнительных пассажира, мягкая крыша, то есть брезентовый тент, но были там более последующие версии с жесткой крышей и так далее. Соответственно, была армейская версия и гражданская версия этой машины. Соответственно, гражданская отличалась там чуть более простой подвеской, чуть более простой трансмиссией. И что? Ну, видно, что модель лицензионная, на коробке логотип УАЗ. Также, помимо всего прочего, в исторической справке нам звезда указывает, что машина по тестам автопробегу в 1974 году забиралась на высоту 4200 метров. Эльбрус, ну не вершина, понятное дело, а до границ ледника, по-моему, без дополнительной подготовки и снаряжения какого-либо. Это мы зачитываем, потому что это потом будет отражено в декалях. Ну ладно, вот такая вот новая модель звезды. Значит, на бокс-арте у нас машина где-то Средней Азии, не совсем понятно. Единственное, тут есть небольшая подсказка, если приглядеться, на бокс-арте офицер, ну, военнослужащий, нет, наверное, скорее солдат, солдатское звание, погоны ПВ, то есть пограничник, то есть, скорее всего, наверное, это не Афганистан, может быть, таджикская какая-то граница или что-то такое. Сложно сказать, возможно и нет. Но, кстати, забавно, меня потом этот боксарт немножко озадачил, когда на декале будем смотреть. Ну да ладно. Помимо боксарта, что на обратной стороне, да, уже смотрели большая историческая справка и фотки готовой модели. Собрано с натянутым тентом, но у нас вроде как будет еще вариант со снятой крышей делать. Видно, что 204 детали. Ну, для такой маленькой машинки, наверное, довольно большое количество деталей. И размерность готовой модели 11 сантиметров, совсем небольшая. Ну и про лицензионную модель, одобренную лично УАЗом, тоже уже сказал. Коробка с боковой загрузкой. Так, где он у нас уже вскрывал ее, проверял, потому что пришла она немножко помятая, и я боялся, что там будут какие-нибудь повреждения, но вроде бы нет. Вот видите, промяли при доставке. Внутри вторая коробка с верхней загрузкой, тоже стандартная звездовская тема. Значит, внутри что у нас? Пакетик с колесами из такого винило-резиноподобного материала. Один пакетик, так понимаю, да, один пакетик с пластиком непрозрачным, все литники в нем, такие масштабные, большие достаточно литники. Потом бумажная часть, крупная такая схема окраски на много вариантов, инструкция. Листочек предупреждений и отдельный пакетик, это прозрачный пластик, декаль, имитация зеркал, тоже стандартно для звезды тема, потом посмотрим. Так, ну как всегда с бумажной части, значит, историческую справку, конечно же, второй раз читать
Не будем. Видно, что есть, да, звезда нам дает два варианта. Ну, забыл сказать, что машина, да, очень популярная. Собственно, прозвище у нее было «Козел» в народе. Она долго достаточно эксплуатировалась частенько, не только в армии, но и в гражданке. Были версии, там милицейские УАЗики, жесткая крыша, медицинские службы, куча, достаточно много различных, как гражданских, так и специального назначения версий было у машины. Сменилась она, наверное, УАЗом Хантер, или как он там по модельному ряду точно чем-то таким он называется. Потом, наверное, УАЗ Патриот пришел на смену всей этой линейки. Ну, кстати, до сих пор кое-где эти машинки можно еще на дорогах увидеть. Звезда предлагает нам два варианта на натянутую мягкую крышу тент и на снятую, да, но видим, что с рейлингами оставшимися. Ну, на самом деле, в основном, конечно, чтобы увидеть УАЗик со снятым тентом, это, конечно, достаточно редкая тема на наших дорогах, тем более вот с этими рейлингами. Обычно, конечно, никто никогда этот тент, мне кажется, не снимал. Ну, да и ладно, предупреждение, соответственно, и дальше листаем. Раскладка литников. Литников довольно-таки, ну, 3 штуки, да, 3 штуки. И, соответственно, сразу сборка у нас начинается. Сразу скажу, что да, по сравнению даже с трампетровской моделью, я трампетровскую лично в руках не держал, но так бегал, посмотрел инструкцию, там фотографии литников. Да, по сравнению с трампетровской моделью у звезды, как сказать, по традиции все расчленено максимально, все, что только можно расчленить в модели. Соответственно, 200 деталей. Это по инструкции особенно бросается в глаза, какая она длинная, набитая всем. Ну, соответственно, сборка начинается с внутрянки. Соответственно, вот у нас что-то такое похожее на полик, совмещенный с не с крыльями, с арками колес передних, да, машина переднеприводная, если что. Целый лес рычагов, тут у нас, видимо, и коробка передач, раздатка, возможно, стояночный тормоз, я уже точно не помню. Понятное дело, УАЗ это только исключительно ручная коробка передач, как и все остальные рычаги управления, связанные с полным приводом. Ну, мелочевка, вот рычаги, соответственно, передняя, вот этот моторный условно щит с педалями интегрированными. Частично тут у нас, ну, какой-то рейлинг, наверное, отделяющий условный багажник, если это можно так назвать. Ну, моторный щит, вот это по сборке у нас тут. Да, нет, не совмещенные, я сказал, ошибся. Педальки все отдельные детали. То есть, ну, расчленено прям максимально. То есть, то, что, видимо, какой-то печка или что-то такое. Какая-то деталь отопителя, воздуходув, наверное, тоже отдельно. Помимо этого, значит, сразу начинается сборка корпуса. Ну, машина рамная, то есть, ну или как сказать, наверное, я не знаю, несущий кузов, рама, наверное, все-таки, да, рамная. Кузов сверху, по сути, одна большая деталь, и он потом просто крепится к раме, поэтому мы сначала, собственно, кузов и собираем. Под сборки боковин, то есть тут все вместе совмещено, крылья, задние вот эти детали, арки. Ну, не арки двери, а, как скажем, пространство под двери. Деталь вот этого условного такого воротничка перед стеклом, ну или как я его так называю, это, по-моему, опять же деталь какая-то отопителя. То есть я так смотрю, что обдува ветрового стекла, наверное, то есть она как-то тут прям, видимо, вынесена настолько у УАЗа заметно, что им пришлось отдельную деталь даже делать и все это показывать. Вот показано, как это все под сборками собирается. Панель приборов, приборчиков, тут будильников, циферблатов аж целых 5 штук. Ну, стандартная лазовская тема, по центру размещены, так забавно, это все прикольно. Единственное, вроде как декалью, насколько я помню, у нас изображены приборы, кажется. Хотя нет, я уже не очень уверен, что декалью. Да, нет, вот, есть у нас декальная панель приборов, вот здесь такая забавная, даже с каким-то металлическим отливом. Соответственно, накрашивать вроде как вручную не придется, но, впрочем, они довольно мелкие. Ну, всякие вот эти ручки, поручни, рулевая колонка, я так понимаю, тут же устанавливается. Что еще? Это не совсем понятно, это вариация или просто пояснение? Ну, нет, наверное, просто пояснение. В общем, панель приборов ставится сразу на эту подсборку. Задняя пятая дверь тут же устанавливается. То есть по ней, я так понимаю, вариации открытый-закрытый у нас не будет. Так, помимо этого что? Ну и какая-то окраска, я уже сказал, где какая-то мелкая деталировка, которой потом сложно будет добраться. У звезда, как обычно, показывает окраску сразу. И вот с 4-го этапа у нас стартует сборка двигателя. То есть получается, двигатель в машине детализирован. Да, он
Можно даже проиллюстрировать фотками готовые модели. Вот показано, у нас есть одна фотография со снятым капотом и накрашенным двигателем, детализация, ну тут как искоробочная детализация, понятное дело, слегка упрощенная, но единственное, что я так понимаю, опция на открытый капот, она вот именно исключительно такая вот половинчатая, то есть капот либо просто можно снять и показывать без него, да, там просто на сухую приложить, либо поставить обратно, то есть я так понимаю, никакой, понятное дело, интегрированной подвижности, механизма открывания и закрывания капота у нас этого нет, потому что, скорее всего, конечно, это было бы довольно сложно копийно реализовать. Ну так что вот, да, по двигателю довольно много шагов ему посвящено. То есть, соответственно, если очень хочется, можно будет капот снимать и показывать. Но вот именно машину, вот скажем так, штатно открытым капотом, да, вот как-нибудь условно, наверное, из коробки не получится, потому как я так понимаю, что механизм, собственно, поднятия этого капота особо-то не реализован. И сборка рамы у нас начинается, я так понимаю, с 8-го шага. Ну, звезда традиционно, никакой вам рамы цельной деталью, половина, ну, не знаю, можно это назвать лонжеронами или половина рамы, они все это отдельные детали, соответственно, как-то выравнивать, проверять их правильную, так сказать, без перекосов, склеиваемость, собираемость, это придется исключительно все на нашей совести. Помимо, ну вот это радиатор у нас, судя по всему, с вентилятором, тут же это все подсборки, рессоры, подвеска, ну и так далее. Соответственно, потом у нас вот хитро начинает вся подсборка, судя по всему, с двигателем. Ну, возможно, там коробки, раздатки, там что там еще нужно. Интегрируется, собственно, между рамами. То есть это все у нас как бы схватывается за одну подсборку. То есть надо вот двигатель прихватить половинами условно рамы. Тут все, что касается задней части, передней, вот эти все, скажем так, перекладины, балки, которые должны, соответственно, нам сделать из вороха деталей единую раму. Тут же, соответственно, тракт газоотвода, то есть выхлопа, соответственно, с банкой. Ну, видно, что да, не в одну деталь, в две детали тут банка эта вся огромная склеивается. И детали, соответственно, трансмиссии, карданы, соответственно, вот передний привод у нас, передача усилия на задний привод через карданы, соответственно, ну и какие-то рычаги по подвеске тут еще у нас показаны. Насколько я понимаю, у нас именно, скорее всего, военная исходная версия, соответственно, тут все должно быть без каких-то упрощений и удешевлений. Соответственно, ну, подвеска, понятно, в машине это всегда в моделях автотехники 35 масштаб всегда занимает достаточно большое количество сборочных операций, но тут не то, что прям сильно много. И, значит, возвращаемся. У нас полная подсборка рамы. Появляются, насколько я понимаю, это топливные баки, вот вроде бы. Насколько я помню, да, у УАЗа действительно два топливных бака, то есть это одна из его таких особенностей, которая, по-моему, в последующих версиях УАЗа, по-моему, даже в Патриоте это сохранено, то есть два топливных бака по сторонам, их, по-моему, там, ну не помню, можно ли их заправлять, соответственно, раздельно, тут вот не совсем это понятно, ну какая-то там система, помню, что там даже какая-то специальная система перекачки, по-моему, между баками есть, ну или что-то такое там было у нас. Соответственно, появляется рамка, я так понимаю, это лобовое стекло, вклеиваются стекла, да, кстати, вроде как у УАЗа по умолчанию была интегрирована возможность опускать на капот рамку лобового стекла, ну, для транспортировки в основном там самолетами и так далее. Но тут это особо положение не реализовано, в принципе, наверное, ничего такого нет. Дворники, соответственно, остекление фар передние, соответственно, с прозрачными деталями реализовано. Это у нас... Это я уж у нас так понимаю аккумулятор, соответственно, бачок какой-то, не знаю уж расширительный, не расширительный, что это такое. Еще какие-то элементы. Ну, тут автотема, наверное, тут кто шарит, они знают за все эти узлы. Я не то чтобы прям сильно разбираюсь. Ну, вот так вот. То есть детализация, в принципе, достаточно большая. Вот установив... Где у нас? Да, вот у нас стыковка рамы происходит, собственно, с кузовом. То есть, как мы видим, это две большие подсборки. Ну, собственно, как оно в реальности и есть.
И вот у нас собранная это уже тележка с кузовом начинает комплектоваться сидениями. Тут по штату вот, собственно, мы те самые видим 2 сиденья спереди, 3 сзади. И те самые вот можем опциональные откидные сидушки еще для 2 пассажиров. Вот в такую маленькую машинку при желании до 7 пассажиров можно было, собственно, вместить. И, значит, вот мы уже постепенно в лобовое стекло, соответственно, со своей рамкой, рулевое колесо устанавливается. Тут же нам уже предлагают под сборки колес. Мы видим, что диск из 2 половин реализован. Окрашивать, по идее, будет несложно за счет этого. Ну, если только не меняем на каких-то автомаркетные колеса. Деталь заднего бампера, тут какая-то мелочевка. И, соответственно, к 23-му шагу у нас двери. Двери отдельно реализованы. Теоретически, я так понимаю, двери можно будет приклеить открытыми. То есть тут достаточно простая система. Петли УАЗа, соответственно, карты дверей, все есть, как бы стекла. То есть при желании, то есть, ну, нам специально такую опцию нам не оговаривают, но я так подозреваю, что двери можно, наверное, собрать открытыми. Показано как подборки дверей. И вот видно, как реализована, собственно, мягкая брезентовая крыша. Тент тот самый, он не одной деталью реализован, а тут у нас целых 4 различных детали, не считая стекла. Соответственно, и вот у нас всплывают те самые вариации. Соответственно, либо собранная крыша, и там рейлинги нам уже не нужны, мы ее устанавливаем. Ну, собственно, как у нас было на коробке показано. Либо мы можем снятую крышу сделать и рейлинги. Ну, кстати говоря, рейлинги, насколько я помню, вроде как были съемными. Так что, мне кажется, теоретически, если уже так говорить о втором варианте сборки без мягкой крыши, мне кажется, интереснее бы было бы, наверное, сделать бы и без рейлингов тоже, чтобы у нас такой своего рода открытый джип такой получился. Ну, это уже, в принципе, наверное, может быть, можно как-то попробовать. Я думаю, наверное, теоретически рейлинги снять, наверное, нам и не приклеивать, наверное, никто не запретит, если уж очень хочется, а можно и с рейлингами сделать. И финальные шаги — это, собственно, тот самый капот, одна деталь, соответственно, ну, опять же сказал, то есть исключительно, я так понимаю, ну, тут вроде как есть у него вот петли, да, такое понятие, как петли, которые вроде бы даже заходят в какие-то ответные пазы. Ну, я не совсем уверен, что можно копийно сделать именно откинутую просто крышку капота. Ну, может быть, как-то можно, конечно, и рабочесть прямо на таких микропетлях реализовать каким-то микросверлом, я уж не знаю, ну, сомнительно. Но, скорее всего, не реализован именно механизм подъема этой самой капотной крышки. Ну, да и ладно, соответственно, запаска. Тут же, опять же, двери, соответственно, и на этом у нас, соответственно, сборка-то и заканчивается. По схемам окраски довольно много схем окраски. Прям лист такой здоровый. Нам дается все как звезда. Все, в принципе, все в последних своих моделях все аккуратно очень привязывает. Соответственно, мы видим, что на группу советских войск Германии у нас самый первый, на советскую армию это у нас какой там 70-е года, конец. Вот единственное из забавного. Вначале я говорил, что видно, что номерной знак на вот этой варианте окраски 0629 совпадает с боксартом. Но при этом видно, что это не тот вроде как УАЗик или хотя бы не тот вариант его окраски. То есть нет эмблемы советская армия на двери. И самое смешное, что, судя по всему, это пограничник едет где-то в Средней Азии. Соответственно, здесь у нас речь идет про УАЗик с таким же абсолютно номером, абсолютно совпадающий, но при этом на группу советских войск ГДР. Забавное такое несовпадение, то есть как будто бы на коробке у нас какой-то отдельный вариант, который почему-то, собственно, у нас отдельно не присутствует в схемах окраски. Ну да и ладно. Значит, краски, да, стандартная звезда Томи, это все раскладка, схема декалей. На интересный какой-то вьетнамский у нас, соответственно, УАЗик. Ну, я, кстати, могу сказать, что помимо Советского Союза, и тоже и в Советском Союзе в нескольких городах собирались эти УАЗики, они собирались еще в нескольких странах соцлагерей или каких-то внешнеполитических партнеров, то есть на Кубе, например, во Вьетнаме собирались, еще где-то там были эти моменты. Соответственно, вот, например, вьетнамский УАЗик, на какой у нас на 2000 аж год, то есть, судя по всему, продолжали использовать, показано со всех сторон. И еще, соответственно, два варианта на армию ГДР, я так понимаю,
на что у нас на 80-й, конец 80-х аж годов, соответственно, с их опознавательным знаком, и тот самый оранжевый УАЗ, который, собственно, в тестовом пробеге заезжал у нас на высоту 4200 метров на, собственно, Эльбрусе. Ну, тут самая разнообразная такая декалька, то есть прям тут красиво у нас, такой раллийный обмаз у нас, прям Эльбрус, всякие логотипы прикольные, такой прямо раллийный почти что УАЗик получился. Ну да ладно, смотрим дальше. Дальше у нас пластик, да, традиционно звездовский один пакет на все про все. Плюс, конечно, в том, которого, что разрывать его можно руками буквально. И в этот раз он даже как-то очень легко разорвался и оказался неповрежденным. Ладно, в нем, собственно, 4 по факту литника оказалось. 2 больших и 2 маленьких. Собственно, с большого литника начнем. Серый пластик. Ну, такая очень типично по-звездовски выглядящий литник. То есть огромное количество маленьких деталей. Крупные из которых, вот, собственно, полик и арки передних колес, собственно, в одну деталь у нас реализован, как и было показано в инструкции. Ну, детализация, соответственно, все толкатели вроде на невидимых частях в основном. Ну, если внутреннюю часть арки не считать, но она в целом, наверное, практически тоже не будет заметна. Соответственно, что? Ну, детализировано как и, собственно, полик, так и днище, собственно, вот этого части кузова. 4 двери здесь также тоже в отдельные детали у нас сделаны. Это все толкатели на внутренних частях будут закроются картами дверей. Панель приборов тут тоже, в принципе, декалью все должно у нас красиво вроде бы так отобразиться, скажем, в итоговом виде. Детали того самого тента. Мягкая крыша, вот они все раздельные. Это, конечно, минус по факту, но, в принципе, наверное, можно как-то реализовать. Лучше, конечно, тент был отдельной деталью, цельный, но, конечно, судя по всему, звезде такие заоблачные технологии пока что недоступны. Детали рамы, такие вот в замысловатой форме, детали бамперов, детали дисков, рулевого колеса. Судя по всему, по двигателю, да, тут много тоже всякой деталировки. Что-то похожее, вот не знаю, это бампер, не бампер. Что-то похожее на микроутяжины вот есть. Не знаю, будет ли видно на камеру. В принципе, такая деталь, где, наверное, какие-то вмятины технически могут быть. Уже реальные машины, поэтому не то, что, наверное, такая большая проблема. Ну, довольно много всяческой мелочевки отлито. То есть, это, ну, я имею в виду рельефа мелкого. То есть, звезда тут, в принципе, вот с мелочевкой, она ажурная, она всячески хорошо достаточно работает. Огрехов, ну, собственно, литьевые формы можно считать, наверное, новыми абсолютно. Прям каких-то огрехов по литью я особо так вроде как не вижу. Ну, вот кроме этих, может быть, микроутяженок или что это такое, не знаю, на бампере. Больше особо-то ничего вроде в глаза не бросается. То есть, в принципе, такая, ну, современная звезда 20-х годов. Второй крупный литник, значит, тут у нас в основном детали кузова. Боковины, соответственно, вот у нас все тут и крылья, и арки колес. Передняя, да, вот решетка, соответственно, с логотипом УАЗа. Тут чуть честно, не знаю, кстати, у Трампетера был ли логотип отлит. Ну, наверное, да, вряд ли. Вряд ли Трампетер заботился там о каком-то соблюдении. Решетка радиаторная, ну, кстати, да, глухая, то есть, кроме вот этих прорезей, то есть, вот эта вот решетка, это просто отлита пластике, то есть никаких у нас имитаций в виде полиэтиленовых сеточек здесь нет. Верхняя часть, соответственно, брезентовой крыши вот такая вот у нас. Ну, понятное дело, внутри толкатели есть, но если мы ее будем ставить, это невозможно будет увидеть. Задняя часть со стеклом. Капот, соответственно, ну вот то, что я говорил про микропетельки, ну нет, рабочий, скорее всего, практически невозможно штатно сделать, потому что эти петли, они в масштабе, ну, настолько микроскопические, чтобы что-либо там засверлиться, это, ну, нереально. Детали заднего дивана, ну, это не диван, а 3 раздельные сидушки сделаны в одну деталь. Моторный щит, условно, да, куда оно все у нас по органам управления устанавливается. Детали подвески, соответственно, трансмиссии, судя по всему, двигатели частично. Вот те самые рейлинги, на которые мы должны использовать в том случае делаем, если со снятым тентом машину. Ну и вот то самая условная борода, где между капотом и лобовым стеклом. А карданчики всяческие различные. Ну, по качеству отливки примерно
принципе, то же самое, как и первый литник. На рессорах тоже вроде каких-то особых проблем я не вижу. Все они отлиты ажурно, никаких выпирающих огрехов незаметно. И еще два микролитничка, соответственно, в основном к повторяемым деталям они относятся. Тут, соответственно, диски у нас, хотя два диска, там, по-моему, два других диска были на том литнике. Сидушки, соответственно, дополнительные задние. Детали топливных баков, да, такие вот у нас они, формы параллелепипедов таких вот, ну, из разных количеств деталей. Детали, по-моему, относящиеся, насколько я понимаю, к сидушкам тоже. Что-то у нас такое. И мелочевочка, всякие ручки, дворники, омывать, щетки, стеклоочистители, ну и так далее. Собственно, вот так вот оно все выглядит. Два абсолютно идентичных литника. Да, собственно, деталей много, но литников по факту не так уж много, поэтому вот у нас остается пакетик, собственно, с чем? Стандартная уже новая звездовская тема, имитация, соответственно, зеркальных поверхностей. В данном случае такие зеркала заднего вида, такие кругленькие, характерные для старых УАЗиков. Прозрачный пластик, остекление, ну это машина, автомобиль, несмотря на то, что УАЗик все равно остекления довольно много. Фары также у нас и, ну, собственно, вот. Да, такое вот остекление, тоже хорошее, качественное, прозрачное, не мутная, вроде бы картинку не искажает. И, соответственно, ну такая для автотехники довольно крупная деталь, соответственно, на те самые у нас, по-моему, если не ошибаюсь, 4 варианта. Забавно, кстати, вот это Латвия 73, я Москва 74 не разглядел, видимо, имелось в виду, что автопробег шел, тут что-то на грузинском, по-моему, написано, видимо, автопробег, он был, наверное, по нескольким городам Советского Союза, судя по всему. Ну, наверное. Да, тут что-то про ОТК там написано, эмблемы советской армии, эмблемы вьетнамские, номерные знаки, ГДР, эмблемы и так далее. Ну, в принципе, все, что было в привязках. Да, Рязань 73. Вот такая вот декаль, в принципе, ничего неожиданного здесь и, собственно, нет. И финальное, что остается, те самые виниловые колеса. Очень они маленькие, конечно, в масштабе 35. Мягкий такой материал. Ну, видно, что, кстати, в отличие от некоторых достаточно новых моделей звезды, где они, скажем так, оставляли себе вольности в виде бахромы всяких швов, болтающихся по центру покрышки, тут в целом только в центре у нас какие-то следы, остатки, скажем так, литьевых каких-то рамок или чего-то такого с питателями, а по внешнему, то есть ни шва, ничего такого, то есть так вот чисто визуально протектор очень хорошо сделан. Написано ли что-то на покрышках? Что-то какие-то вроде бы надписи есть, но они настолько микроскопические, что разглядеть я их невооруженным взглядом не могу, но что-то такое есть. Вот такие вот покрышки. Ну и, собственно, вот что у нас по УАЗику. Фактически почти безальтернативная модель, если не считать старую модель Трампетера. Ну, вот такой УАЗик. Стоит, правда, дороговато, конечно, для 10-сантиметровой машинки, но, в принципе, зато у звезды есть свой УАЗ по прозвищу Козел.